Приветствую всех на канале Артефактум. Тема сегодняшнего видео – сотворение мира в египетской мифологии. Начну я ее с плохой и хорошей новости. Плохая – это то, что в египетской мифологии нет единой легенды о начале мира. Их много и все они разные. А хорошая новость в том, что мы рассмотрим эту тему вкратце и только самое основное. Это будут первичные представления о сотворении мира плюс 3 самых известных мифа из более поздних периодов. Итак, поехали. В глубокой древности египтяне верили, что возникновение мира они обязаны небесной корове. Небо им представлялось огромной коровой Мехурт, тело которой было усеяно звездами. Она родила золотого теленка, солнце, и дала жизнь всему живому. Богиня неба Мехурт вскармливала живых своим молоком и доставляла мертвых в подземный мир. Она считалась божеством сотворения и возрождения. Изображалась в образе коровы с солнечным диском между рогами, в более поздние периоды, как женщина с рогами, обрамляющими солнечный диск. Отголоском этой древней легенды были эпитеты бога Ра, солнечный младенец и бык своей матери. Когда уже появились фараоны и они стали уподоблять себя богу Ра, довольно часто встречались их изображения в качестве сыновей великой коровы, пьющих ее молоко. Со временем в Древнем Египте сформировалось 3 главных религиозных центра. Каждый из них выдвинул свою теорию о сотворении мира, отталкиваясь от своих локальных божеств и процветавших там культов. Этими центрами стали такие города: Гелиополь, где поклонялись верховному богу Солнца, изначально им был Атум, а позднее Атум-Ра; Мемфис, центр почитания бога Птаха; Гермополь, здесь процветал культ восьмерки или 8 главных божеств-творцов. В итоге у нас есть 3 космогонические версии, которые так и называются: Гелиопольская, Мемфисская и Гермопольская. Давайте вкратце рассмотрим каждую из них. Гелиопольский миф о сотворении мира. Вначале был бесконечный хаос, который представлялся древним египтянам как первозданный океан посреди тьмы. Эта бескрайняя водная пустыня называлась Нун. По прошествии многих тысячелетий из океана появился первый бог – Атум. Он создал изначальный холм – Бен-Бен. Правда, по одной из версий легенды, Атум сам был этим холмом. Далее он решил создать ветер, чтобы привести в движение первозданный океан и богиню, которая будет поддерживать в новом мире порядок. Атум оплодотворил сам себя, извергнув себе в рот семя, и выплюнул бога ветра и воздуха – Шу, и богиню влаги Тефнут. Интересно, что в данном случае Тефнут не только богиня влаги, но отождествляется с богиней мирового порядка – Маат. Оба бога покинули Атума, чтобы исследовать водную пучину, существовавшую до начала времен. Атум очень огорчился, ведь он думал, что навсегда потерял своих детей. Когда Шу и Тефнут вернулись, он расплакался от радости. Из этих слез появились первые люди. Шу и Тефнут породили землю, Геба, и небо, Нут. Отец разделил Геба и Нут, толкнув небо вверх, поэтому Шу часто изображают поддерживающим небо. Геб и Нут были второй парой богов в мире. У них родилось 4 детей – братья Осирис и Сет и сестры Исида с Нефтидой. Все упомянутые боги составили Энеаду, или 9 главных богов Гелиопольского пантеона, который считается одним из древнейших в мире. Мемфисская легенда о сотворении мира. Птах был богом-покровителем Мемфиса, древней столицы Верхнего Египта, место, где проводилась коронация фараонов. Поэтому в данной легенде именно он выступил главным богом-творцом. Все началось с бесконечного хаоса или первозданного океана под названием Нун. Усилием собственной воли Птах, который был землей, создал себе тело и превратился в первого бога. Далее он решил создать все сущее на земле и других богов, наделенных силой творения. Так появилась первая 8 богов, а чтобы у них была способность порождать жизнь, они представляли собой 4 пары. У первичного океана Нун появилась жена Наунет. У бесконечности Хех появилась женская половинка Хаунет. У тьмы по имени Кук появилось женское воплощение Каукет или Кукет. У Амона, бога небес, появилась Амонет. С помощью последней пары
Птах творит весь сущий мир, всех животных, растений и людей. Он дает людям порядок или царство, как форму устройства их жизни, создает города и учит людей ремеслам, искусству, наделяет их творческой искрой. Птах создает также храмы и учит людей служить богам. В храмах он установил каменные статуи, в которые вселились боги, и так жизнь приобрела упорядоченность. С тех пор творческая сила великого Бога-Творца пребывает во всем живом и неживом, что существует в мире. Гермопольская или гермопольская легенда о сотворении мира. И снова все начинается с бесконечного хаоса, полной тьмы и холодных вод океана. В этих бесконечных водах зародилась 8 первых богов, которые олицетворяли созидательное начало. Кстати, это были те же пары, что и в мемфисской легенде. Правда, изображались они более оригинально. Мужские боги имели облик людей с головами лягушек, а женские – со змеиными головами. Вопрос «почему?» до сих пор остается открытым. Изначальные боги-творцы получили название Агдаада от греческого слова «восьмерка». Их главная заслуга в том, что они породили бога солнца – Ра. Именно он продолжит далее творить мир, подарив ему свой свет. Правда, есть разные версии рождения Ра. Самые известные – это про яйцо и остров пламени, и вторая версия про цветок лотоса. В первом варианте говорится о том, что посреди океана возник первичный холм или остров пламени. Боги поместили на него некое яйцо, из которого вылупляется солнечный бог, прорезая тьму небытия своим светом. Вторая версия рассказывает нам о волшебном солнечном лотосе, который вырос на изначальном холме. Из него и появилось солнечное божество, осветив весь мир своим светом. От радости Ра расплакался, и из слез его возникли люди, а вслед за ними появился и сам город Гермополь. Эта версия была более популярной. Надеюсь, мне удалось хоть чуть-чуть рассеять бесконечный хаос и мрак по этой теме, пролить немного солнечного света и заслужить лайк за проделанную работу. Всем до новых встреч!